Буквально за одну неделю шансы на снижение ставки ФРС в декабре выросли с 27 до выше 80%. Причиной стал отчет по безработице, который показал рост, а также заявление главы ФРБ Нью-Йорка, который заявил, что у ФРС есть все основания для еще одного снижения процентной ставки в декабре. Именно этот фактор остановил падение биткоина и не дал ему пробить ключевую поддержку на уровне 80 тысяч долларов. Но тогда сразу очевидный вопрос, почему биткоин до сих пор торгуется ниже 100 тысяч? Ведь сейчас неопределенности вокруг решения по ставкам в декабре, которое стало ключевой причиной падения биткоина с максимальных уровней, уже нет. И все понимают, что Пауэлл снизит ставки, дабы не усугублять проблемы на рынке труда. Плюс к этому, по последним данным, инфляция продолжает отступать и находится в пределах 2,7%. Также, как вы можете заметить, отток капитала из ETF начинает сокращаться, и можно даже увидеть первые проблески притока. Индекс доллара падает, в то время как ликвидность растет, особенно после нескольких больших байбеков от Министерства финансов США. Но вот активного разворота мы пока не наблюдаем. Следовательно, следующий вопрос. 80 тысяч это было то самое дно, и в ближайшее время нас ждет возвращение до диапазона 110 тысяч, или данный уровень выступает лишь промежуточной поддержкой перед падением до 75 тысяч. Разбор данного вопроса и станет главной темой сегодняшнего ролика, потому что я для вас подготовил большой анализ текущей ситуации на крипторынке, и мы проведем подробный анализ, используя все ключевые фундаментальные и технические данные. Я разберу, сможет ли биткоин закрепиться выше 80 тысяч, оценим влияние будущего решения ФРС в декабре, удастся ли нам компенсировать потери ноября до конца месяца, и в целом сегодня вы узнаете 3 ключевых катализатора для цены биткоина на ближайшее время. Также, друзья, отдельно вам спасибо за поддержку под прошлым роликом. Вы поставили много лайков и было много подписок. Но, друзья, давайте все-таки добьем цель в 100 тысяч подписчиков. Нам не хватает совсем немного, а учитывая, что 50% зрителей смотрят видео без подписки, это будет несложно. Так что подписывайтесь. А за комментарий можно получить 10 долларов, как этот зритель с прошлого видео. И если при этом вы еще подписаны на наш телеграм-канал, то вы получаете еще 10 долларов. Так что пишите ваши вопросы и прогнозы в комментариях. А с вами Влад, вы на канале Coin22, мы начинаем. Итак, друзья, сегодня, когда биткоин пытается закрепиться выше уровня 80 тысяч, в СМИ начинает появляться много новостей и слухов, что вот-вот все полетит, и публикуются различные зеленые факторы. Но в то же время можно увидеть много фейков, которые искажают реальную картину. Поэтому рекомендую сразу подписаться на наш телеграм. Ведь там я и мои редакторы выкладываем только проверенные новости, события, которые реально влияют на рынок, инсайды и все без лишнего спама. И кстати, сейчас некоторые киты уже начинают лонговать. А какие именно монеты вы можете узнать, перейдя в наш телеграм. Ссылка, если что, есть в описании под видео. Сейчас биткоин стоит на одном из самых важных развилок этого года, и главный вопрос, который волнует абсолютно всех инвесторов: мы пойдем на 110 тысяч или пойдем до 75? Чтобы понять, что происходит, нужно убрать эмоции и посмотреть на цифры, потому что именно цифры показывают реальное настроение рынка. За одну неделю ситуация на макроэкономической арене изменилась настолько резко, что это стало главным драйвером спроса на рискованные активы, включая биткоин. Всего несколько дней назад вероятное снижение ставки ФРС в декабре оценивалось лишь 27%, но после новой волны слабых данных по рынку труда она взлетела до 85%. Такой скачок встречается крайне редко и всегда говорит об одном: рынок ожидает разворота монетарной политики немного раньше, чем предполагалось еще месяц назад. Главной причиной выступил тревожный сигнал по безработице. Показатель вырос до 4,4%, что является максимальным уровнем почти за 2 года. Рост безработицы – это именно тот индикатор, которого ФРС боится больше всего, потому что это прямое свидетельство начинающегося охлаждения экономики. Если рынок труда начинает сыпаться, удерживать высокие ставки становится невозможно, иначе экономика может уйти в рецессию. На этом фоне один из немногих индикаторов, который остается нейтрально позитивным, это инфляция. По данным Truflation, текущий уровень инфляции составляет 2,3%, и это наиболее точная модель расчета инфляционного давления на сегодняшний день, потому что она обновляется ежедневно и не зависит от официальных правительственных методик. Именно эта цифра показывает реальную динамику цен в экономике США. И что важно, инфляция уже находится чуть выше целевого уровня ФРС в 2%, а значит давление на снижение ставок становится все сильнее. Эту картину подтвердил президент Федерального резервного банка Нью-Йорка Джон Уильямс, который заявил, что монетарная политика США сейчас умеренно жесткая, что у Федеральной резервной системы есть пространство для снижения ставок в ближайшее время. Он прямо указал на рост рисков для рынка труда и снижение инфляционных рисков. Это именно тот набор аргументов, который традиционно предшествует циклу смягчения политики. То есть один из самых влиятельных чиновников ФРС по факту дал понять рынку, что снижение ставки – это уже вопрос времени, а не вопрос года. Почему все это важно для биткоина? Потому что когда ставки идут вниз, ликвидность идет вверх. Исторически каждый цикл снижения процентных ставок приводил к росту рискованных активов, от фондовых рынков до криптовалют. Рост вероятности снижения ставки с 27 до 85% за одну неделю – это мощнейший зеленый сигнал, который говорит о том, что ликвидность будет возвращаться на рынки быстрее, чем ожидалось. А биткоин, как актив с ограниченной эмиссией и высокой чувствительностью к притокам капитала, реагирует на такие изменения первым. Следующий катализатор, вокруг которого сейчас будет двигаться рынок, это приток в ETF, поскольку он начинает постепенно восстанавливаться. С января 24 по январь 25 такие фонды собрали более 36 миллиардов долларов чистых притоков, а в пиковые моменты весной ежедневные притоки доходили до 450 и
700 миллионов в сутки. Это был главный двигатель биткоина к новым максимальным уровням. И, например, сейчас, 25 ноября, рынок получил позитивный сигнал. Чистый приток средств в спотовый биткоин ETF составил 129 миллионов долларов. Это резкий контраст с постоянными оттоками, которые двигали цену вниз, до минимальных уровней за месяцы. Такой приток стал первой заметной заявкой покупателей после длинного периода слабости, когда многие фонды фиксировали убытки и выходили из рынка. Интересно, что движение не ограничивалось только биткоином. Фонды Ethereum и Solana также получили большие вливания капитала – 79 миллионов долларов в Ethereum ETF и 58 миллионов долларов в Solana ETF. Это подтверждает тенденцию, которую аналитики называют выборочным, но конструктивным поворотом в сторону ликвидных альткоинов. То есть рынок еще не готов развернуться на всю силу, но уже начинает возвращать капитал туда, где видит глубину ликвидности и потенциал для продолжения цикла. Недавно в Твиттере я наткнулся на анализ от главы исследований BRN, и он отметил, что возвращение притока в ETF стало первым ощутимым позитивным сигналом за несколько дней, и это помогло биткоину удержать важную поддержку в диапазоне 80-85 тысяч в зоне накопления, где сейчас формируется ключевой баланс между продавцами и покупателями. По словам аналитика, потоки вновь стали поддерживающими, но пока не решающим фактором. Аналитик подчеркивает, что ончейн стресс остается повышенным. Примерно треть предложений биткоина все еще находится под риском капитуляции. Это те монеты, которые держат краткосрочные инвесторы, недавно вошедшие в рынок, которые еще не адаптировались к условиям высокой волатильности. В то же время долгосрочные холдеры, а также большие игроки, продолжают выборочное накопление. Они покупают не агрессивно, но стабильно, что позволяет рынку сохранять равновесие даже на фоне слабой розницы, а также нерешительности со стороны краткосрочных холдеров. Получается, что притоки в ETF за последнее время начали показывать разворот, но пока это не сила, способна развернуть рынок вверх. Это скорее первый сигнал восстановления доверия, который помогает биткоину удержаться выше ключевых диапазонов и снижает вероятность быстрого пробоя вниз. Поэтому сейчас нам крайне важно следить за тем, чтобы каждый день на рынке был приток капитала в ETF. Пускай он будет небольшой, но именно эта фаза накопления будет формировать условия для нового движения, что, конечно же, может вызвать активный разворот. Но даже такой относительно слабый катализатор вызвал движение на рынке, которое успешно было использовано участниками нашей подписки Coin22 Pro для заработка. После отскока в прошлую пятницу мы начали лонговать. Это позволило нам заработать на росте биткоина во время ретеста 89 тысяч. Также мы закрыли прибыльные лонги по эфиру, когда он пробил уровень 2900. Еще заработали на развороте токена AVI и на многих других сделках. За счет такой краткосрочной торговли мы компенсируем текущие просадки по споту и даже выходим в плюс, потому что зарабатывать можно также и на падении, открывая шорты. Всему этому мы, конечно же, обучаем и для всех новичков предоставляем сопровождение на каждом этапе работы и поддержку 24/7. А мой официальный партнер BitGet сделает вашу торговлю не только прибыльной и максимально удобной, но еще вы сможете получать много крутых бонусов. Также, если у вас уже есть портфель и вы торгуете, но вас не устраивает результат, мы вам поможем не только ребалансировать портфель, но и скорректируем вашу торговую стратегию. Поэтому все, кому интересны ежедневные точки входа на разные монеты, профессиональная аналитика и подбор самых лучших монет в долгосрок, переходите и напишите нам по ссылке в описании. Теперь, когда мы четко понимаем два ключевых фундаментальных фактора, давайте перейдем к третьему, техническому, который также включает в себя метрику. На днях на рынке биткоина произошло событие, которое многие могли пропустить. Но для крупных игроков оно означает одно. Кто-то сделал ставку почти в 2 миллиарда долларов на то, что худшая часть падения завершена, дно пройдено и рынок готов к новому этапу цикла. И этот игрок вовсе не розничный трейдер, один из самых уверенных биткоин-китов, который открыл гигантскую позицию на опционах, рассчитанную до декабря 2025 года. 24 ноября Deribit, это крупнейшая в мире площадка для торговли криптоопционами, принадлежащая Coinbase, сообщила о сделке номинальным объемом в 20 тысяч биткоинов, что делает ее одной из самых крупных позиций за весь год. Для рынка это важный сигнал. Институциональные инвесторы начинают переключаться с режима минимизации ущерба на режим накопления. Что же именно сделал Кит? Он открыл так называемый долгосрочный колл-коридор с уровнями 100 тысяч, 106, 112 и 118 тысяч долларов на декабрь 2025 года. Это очень четкая структура. Покупая коллы по краям и продавая внутри диапазона, инвестор делает ставку не на хаотичный памп, а на контролируемый рост в конкретном коридоре, примерно от уровня 100 тысяч до 118 тысяч. Это бычий продуманный взгляд. Он предполагает, что биткоин восстановится, затем вернется в высокий диапазон и будет торговаться там стабильно. Для крупных инвесторов это признак уверенности именно в циклическом движении, а не в спекулятивной волатильности. Чтобы понять, почему эта ставка вообще имеет смысл, нужно посмотреть на то, что произошло с рынком за последние недели. По данным CryptoQuant, за последние 30 дней открытый интерес по биткоину обрушился примерно на 1,3 миллиона биткоинов. Это крупнейшее сокращение кредитного
длинного плеча за весь текущий цикл. Основная часть этого обвала пришлась на Binance, где ликвидации шли каскадом, превращая нормальную коррекцию в масштабный обвал. Именно оттуда и родилось движение со 106 тысяч долларов вниз к минимальному уровню 79,5 тысяч, что многие восприняли как крах. Хотя по факту это был механический эффект ликвидаций, а не фундаментальный негатив. Эта капитуляция по масштабу сравнима с медвежьим рынком 2022 года. Кредиты закрылись, плечевые трейдеры вылетали один за другим, рынок очищался от спекулятивного перегрева, который тянулся несколько месяцев. Именно такие моменты исторически всегда становились базой для следующего этапа цикла. Сокращение спекулятивного риска означает, что продавцы, которых смыло плечо, уже не вернутся, и давление, которое они создавали, исчерпано. Но важнее всего то, что происходит под поверхностью, то есть в ончейн структуре предложения. Рынок перешел от агрессивной продажи к более спокойному распределению. Напряжение на ключевых метриках, таких как объемы трансферов, а также СОПР, а также изменение в реализованной капитализации падает. Это всегда признак поздней стадии коррекции. Но самое интересное это то, кто покупает. Розница, владеющая менее чем 10 биткоинов, последние 60 дней была чистым продавцом. Эти игроки фиксировали убытки, паниковали, продавали по рынку. Это стандартное поведение толпы. Но в это же время акулы средней величины, это холдеры от 100 до 1000 биткоинов и крупные институциональные кошельки, накапливали биткоин на протяжении всего падения. Эти группы действуют хладнокровно и всегда покупают там, где розница боится. Единственной группой, которая все еще демонстрирует давление продаж, остаются кошельки в диапазоне 1000 и 10 тысяч биткоинов. Но даже они постепенно замедляют продажи. И на этом фоне появляется ставка на опцион в 2 миллиарда долларов, которая по факту означает следующее. Слабые руки очищены, рынок перезагружен, и следующий этап – движение выше 100 тысяч. Кит делает ставку на то, что падение на 27 тысяч долларов было не крахом, а именно очищающим событием, которое убрало лишнее плечо и расчистило путь вверх. По сути, этот тренд – ранний сигнал того, что умные деньги считают дно уже достигнутым или очень близким. Они видят, что структура рынка стала устойчивей, что давление ликвидации исчезло, а предложение, которое розница скидывала в страхе, поглотили более опытные игроки. И если эта динамика продолжится, то рынок реально перейдет от фазы восстановления к фазе устойчивого бычьего движения. Друзья, если говорить честно и упираться не на эмоции, а на цифры, а также структуру рынка, то текущая развилка биткоина реально выглядит как момент, который определит весь финал 2025 года. Главный вопрос один. Мы идем до уровня 110 тысяч или все-таки упадем ниже 80? На мой взгляд, сейчас рынок находится, где оба сценария возможны, но их вероятность совершенно разная. Я ожидаю следующий сценарий. Биткоин потенциально может еще раз опуститься к локальному дну, о котором мы уже говорили в прошлом видео. Это диапазон 80 и 78 тысяч. Именно в этой области находилось дно апрельского обвала. И это важный момент. В этой зоне биткоина так и не было полноценной консолидации с накоплением. И не было времени, чтобы крупные игроки отстроили позиции и подготовили фундамент под рост. Поэтому тест этой области остается потенциально возможным. Но ключевое слово здесь возможным, а не обязательным. Это не 100% сценарий. Лично я не жду глубокого падения в эту область и уже сейчас постепенно откупаю, потому что рынок начинает показывать признаки стабилизации. Приток капитала в ETF немного возвращается, ликвидации уже прошли самую жесткую фазу, а вот большие игроки постепенно накапливают. И если мы увидим возобновление уверенных притоков в ETF, особенно в диапазоне 200 или 400 миллионов в день, то после такого сигнала у нас просто может не быть второй возможности купить биткоин в диапазоне 78 и 80 тысяч. История ETF потоков за последние 1,5 года показывает, что как только начинается приток капитала, цена разворачивается очень агрессивно. Поэтому мой базовый сценарий сейчас выглядит так. Краткосрочная волатильность и возможный пробой вниз, но без глубокого провала и без затяжного падения. После минимального теста поддержки рынок имеет все шансы вернуться к бычьему движению и пойти в сторону 100-110 тысяч, особенно если вернется приток в ETF. Это мой взгляд на рынок, основанный на данных, структуре ликвидности и поведении капитала. Мне интересно, что думаете вы и к какому сценарию больше склоняетесь, к пробою уровня 80 тысяч или же движение до 110 тысяч долларов. Обязательно это напишите в комментариях под видео. Также, друзья, у меня еще есть интересные комментарии по эфиру. Несмотря на падение эфира ниже уровня 3000, данные показывают, что ближайшие недели могут стать для эфира разворотными, при условии, что если поддержка в районе 2800 удержится. На ончейн метриках уже виден сильный сдвиг. Очевидный спрос на эфир, показатель, отражающий реальный интерес рынка, подскочил до 90 тысяч, и это максимальный уровень за 26 месяцев. И для сравнения, 22 ноября он составлял всего 37 тысяч. Такой резкий рост на фоне снижения цены говорит о том, что крупные участники агрессивно накапливают эфир прямо на падении. Похожая ситуация была в сентябре 2023 года, когда эфир торговался на уровне 1500 и 1700 долларов, и с этого диапазона вырос на 165%. ETF-картина тоже начала улучшаться. За последние 3 дня спотовые ETF на эфир зафиксировали чистый приток в 230 миллионов долларов, и это переломало жесткую волну оттоков на 1,2 миллиарда, которая шла с 11 по 20 ноября. Это один из первых признаков восстановления спроса, который помогает эфиру удерживаться в зоне 2800 и формировать потенциал для роста. Макрофон также может сыграть на руку эфиру, ведь напоминаю, ФРС завершает программу количественного
постепенного ужесточения 1 декабря. И история показывает, что после окончания QT в прошлом цикле, именно альты, включая эфир, начинали расти быстрее биткоина. Тогда доминирование биткоина сформировало пик и резко пошло вниз, открыв путь ротации капитала именно в альты. Сейчас ситуация похожая. Биткоин уже находится ниже ключевых скользящих средних, а эфир стоит на сильной базе поддержки. По данным распределения стоимости, почти 5 миллионов эфиров было куплено инвесторами в диапазоне 2800, формируя мощную защитную зону. Это именно тот уровень, который быки обязаны удержать. На графике эфир формирует V-образный разворот, и пробой зоны 3 и 3500 открывает потенциальную дорогу для пробоя 3600. И если вокруг эфира все эти потенциальные зеленые катализаторы продолжат сохраняться, то мы, конечно же, увидим формирование роста от этого текущего минимального уровня. Если подвести итог по всему, что мы сегодня разобрали, то рынок реально стоит на развилке. И тот самый вопрос, 110 тысяч или 75, звучит громко. Но если смотреть глубже, мы видим, что фундаментальный фон остается сильным. И те в потоке начинают восстанавливаться, пусть и пока микротемпами. Крупные инвесторы делают большую ставку на долгосрочный рост, ончейн метрики показывают накопление, а макроэкономика постепенно смягчается. Все это факторы, которые работают на сторону продолжения цикла, а не на глубокий разворот. Да, мы не можем исключать тест локального дна в зоне 80 и 78 тысяч. Это область апрельского обвала, где до сих пор не было нормальной консолидации. И технически рынок еще может туда отступить, особенно если в ближайшие недели мы не увидим устойчивый приток в ETF. Но лично я не считаю этот сценарий базовым. Структура рынка уже очистилась, лонгисты сброшены, и как только в ETF начнет поступать капитал, то цена биткоина может развернуться без теста 80 тысяч. Именно поэтому я уже постепенно откупаю, а не жду идеального дна. И в этом, наверное, главный вывод. Цикл не сломан. Мы видим признаки восстановления, видим, как умные деньги возвращаются в игру, и видим, что фундаментальные риски снижаются, как по экономике, так и по крипторынку. Да, рынок остается волатильным, но именно такая фаза всегда предшествует большим движениям. Напишите в комментариях, к какому сценарию склоняетесь вы. Быстрый разворот вверх и движение до уровня 110 тысяч или еще одно погружение ниже ключевой поддержки. Ведь мне было бы интересно почитать, что думаете именно вы. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Обязательно поддерживайте видео лайком, подпиской на канал, залетайте в Telegram, там я даю больше аналитики в реальном времени. Ну и конечно же увидимся в следующем видео. Вам, друзья, желаю удачи, до скорых встреч.